Привет, мои дорогие! Сегодня достаточно новостей таких для раздумия. Конечно же, реакция на буревестник, которая, можно так сказать, весь мир поставила там, можно сказать, в шок. Но Трамп тоже отреагировал по поводу этого, рассказав о том, что подводная лодка возле России уже есть, и ей не надо там куда-то там лететь. Ну, я имею в виду ракеты, да. Ну, ладно, подводные лодки и российские есть там недалеко. Просто никто об этом не заявляет. Так что, у них есть там система отслеживания подводных лодок, но у России есть системы, как уходить от этого. Поэтому давайте я вам скажу одну интересную вещь. Он там рассказывает о том, что Путин войну, которую за 4 дня можно выиграть, ведет уже там 3-й год. Но я хочу сказать другую вещь. Война, которую Трамп имеет в виду за 4 дня, это как в Иране, побили там ракетами и все, и сказали, что мы победили. А пойти туда, в эту наземную операцию, как насчет? А? Никак, да? Побить ракетами и все, и сказать, что мы победили, и все. И дальше на этом все и остановить, да? А скажу другое, что они там и дадут томагавки, они еще что-то там дадут, да, они там побьют где-то. Ну, Россия дала такой прямой сигнал, что размотает Украину. Ну и давайте так, украинцам именно хочу сказать, что будет бить, конечно, по Банковой, будет бить там, где будет дестабилизация, по мостам, по всему чему угодно. Не будет бить там, давайте там ударим там по жилому кварталу, по Борщеговке, давайте вмажем по Борщеговке. Буревестника. Мы же его для этого, для Борщеговки создавали. Конечно, такого не будет. Лупанут там, где нужно лупануть, поверьте. Вы же видите всю войну. А то, что влетает в дома, то это то, что сбило ПВО. Они сбивают над городом, вы читали тоже, что это они делают, потому что им там лучше это сделать. Ну, именно над городом им лучше стрелять, чем за городом стрелять. Хорошо, окей. Поехали. У нас там Венесуэла на готове. Российский грузовой самолет Ил-76ТД приземлился в Каракасе, Венесуэла. Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве и о сотрудничестве с Венесуэлой. И также Путин подписал о ратификации соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем. Так что было бы неплохо, если Венесуэла стала бы вот таким же прокси, как Украина, только для американцев, куда они бы свою экономику утилизировали. Но мы же знаем, войны как ведет Трамп. Стреляет ракетами и все. Но они там уже подвезли туда 10 тысяч военнослужащих, солдат. Но я уверен, что туда приехал Рубикон в Венесуэлу, который будет обучать, или который уже давно обучает, потому что еще в мае подписан этот договор, обучает венесуэльских там солдат, да, как пользоваться FPV-дронами. Ну и так сегодня я смотрю по Покровску, да, туда скинули ГУР, который будет там искать и где в кого пострелять. Ну, там тоже Рубикон. Там же киллзона. Я просто на 100% говорю, что технология войны уже поменялась. Уже нету солдатиков пиф-паф. И Третья мировая с Германией, которая, да, там подняла себе бюджет на 26 год в 377 миллиардов евро, будет другая. Будет такая в виде буревестников и орешников. Ляп-ляп-ляп и все. Понимаете, самая большая, конечно, ошибка всей этой войны, это то, что не вмазали по Банковой. Потому что если бы вмазали по Банковой изначально, то это бы показало бы всей Европе, что произойдет в случае эскалации. Но я не знаю, по какой причине российская сторона все время отодвигала свои красные линии. И, как мы видим, уже запросто туда на Москву летят дроны. А потом появятся томагавки и так далее. Надо в какой-то момент шарахнуть туда по той Банковой. Причем сами украинцы об этом уже просят. Уже пришли к тому, что Украина об этом и просит. С другой стороны, я понимаю, я вчера вам показывал карту ПВО Москвы. И я с этой стороны как раз прекрасно понимаю, что Россия готовится шлепнуть по Киеву. Потому что по центрам принятия решения, в данном случае по Банковой, да, и там по мостам и по всему остальному. И показывает, что мы готовы. Мы готовы ждать ответку в виде там томагавков и других всяких вещей. Причем ПВО все постоянно перемещающее и движущее. Это как раз, знаете, такое, как говорится, превентивное против стукачей, да, которых там понакидывали. Ну, я имею в виду в России. Сейчас я вам хочу показать, как выглядит Кривой Рог после прилета.
И потухло все. Ну и вот уже украинцы начинают прокачивать о том, что по нему ударят ядерным оружием. Ну и вот говорит, что ничего страшного, в Хиросиме люди живут. И ничего не случится с теми, кто стреляет. Никаких загрязнений, ни гибели, ничего не будет. Ну, небольшое радио. Ну, просто мощный взрыв. Радиоактивное загрязнение, но не продолжительное. Через несколько часов можно будет уже там двигаться, но осторожно. А через несколько суток будем там увеличен уровень радиации, но не будет критичен. Ни лучевой болезни с людьми, ничего не произойдет. Это заявил в эфире видеоблога «Мы Украина» военный эксперт Алексей Гетман. Ну так нормально, иди в Чернобыле поживи, построй себе там дом, ходи вокруг него, это же нормально. Взрыва нет, он уже был в 86-м, походи себе, понаблюдай, как там все происходит. Сейчас я вам хочу показать, как выглядит дамба Белгородская. Не дамба, а то, что уже затопило. Но это никак не повлияло на то, что происходит в Волчанске. Волчанск уже все полностью под Россией, дорогие мои. Поехали дальше. Россия на месте не стоит. У меня сегодня был диалог с подписчиком, который говорит, что везде есть коррупция, везде есть то. Ну, так, давайте так. В России ее не поощряют. И в России все-таки модернизации какие-то происходят. Да, были там моменты с самого начала. Ну, так все ж становится туда, куда нужно. И так, как нужно. В отличие от Украины. Так что я хочу на это устремить ваше внимание. Ну, тех людей, которые считают, что не все везде гладенько. Оно никогда и не было гладенько, и не будет. Ну, просто некоторые идут в правильном направлении, а некоторые идут в неправильном, в постоянном неправильном. Буревестник можно будет запускать с пусковых установок для Искандера и Орешника. Вот они, дорогие мои, вот эти пусковые установки. Универсальность российских пусковых платформ позволит погрузить транспортные пусковые контейнеры на любой тип носителя. Объясню, что это такое. А американцы знают, где находятся шахты. Ну, потому что их там сверлят. И, конечно, у них там по заданию влупить по всем шахтам, по крышкам, забить там и командные пункты и так далее. Поэтому все становится мобильным. То есть все грузится и все перемещается, катается с определенной частотой. Так что как-то так. Ну, вот хочу вам прочитать статью английского журналиста с The Sun, который рассказал, что его поездка на Донбасс сорвалась. Обычно, когда мы говорим, что мы, британцы, нас встречают улыбкой и приветственными возгласами. Иногда даже салютом Борис Джонсон, прежде чем махнуть рукой, но не в этот раз. Никаких улыбок, никаких шуток. Вместо этого нам предстояло стать свидетелями безжалостной стороны украинского рекрутингового кризиса. Так это называется. Проще, бусификация. В течение следующих 8 часов моего журналиста, украинского друга и коллегу, с которым я работал много лет, насильно завербовали вооруженные силы своей страны. Насильно завербовали. Да, это как? Выбили ему челюсть и закинули в бус. Нашу команду из 3 человек разорвали на части. Моего друга, которого я буду называть Д, лишили свободы. Мы с фотографом The Sun Питером Джорданом остались без переводчика. Наша опасная и дорогостоящая и давно запланированная репортажная поездка пошла в тартарары. Не знаю, что будет с Д, пишет Джером Старки. Ну, ничего. Главное, пиши об этом там, в Европе. Потому что и Трампу пиши, потому что он об этом не знает. Он думает, что это ИИ все делает. Ну и вот наш этот рекрутинговый кризис выходит из кризиса. Тут на бигборде написано, что мы проверяем документы, чтобы защитить вас. Я посыл понимаю. Они типа говорят, что потом от ДРГ, ну ТЦК. Какое ТЦК? Это ТЦК имеет к ДРГ. Понимаете? Или там каким-то агентом. Ну такой вопрос, да? На дурака именно, на дурака. Поэтому поехали дальше. В Украине вскоре могут возникнуть серьезные проблемы из-за нехватки угля, заявил нардеп Юрий Камельчук. Это от «Слуги народа». Он отметил, что многие шахты на востоке страны закрылись или были потеряны из-за войны. То, о чем я вам буквально позавчера говорил. Поехали дальше. Суд в Италии постановил
выдать Германии украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве северных потоков, сообщил его адвокат. Напомню, что второго подозреваемого передать Германии отказывается Польша. Они его героем считают. Поехали дальше. Это Польша, которая ловит шпионов. В Катовицах были задержаны 34-летний и 32-летний мужчина, который подозревает в сборе информации о военном потенциале Польши. Ну, объясню, что они делали. Они ставили, эти ребята, видеорегистраторы по пути, по маршрутам, и потом их забирали. Ну, снимали с них карточки и так далее. Так и попались они. Вот. Так их и запалили. Надо было какую-то другую схему придумать, чтобы можно было как-то удаленно. Понятно, что их где-то там кто-то срисовал на дереве, посадили там в засаде кого-то, и потом их срисовали, этих ребят. Ну, им грозит там, сейчас я вам скажу, до 8 лет тюрьмы. Так что так. Ну, это были два украинца. Видите, россияне, не все украинцы пробитые. Вот. Есть те, которые работают на Россию. Так что так. Поехали дальше. Новая российская ракета «Буревестник» сможет обойти американскую систему ПВО «Золотой купол», о работе которой заявил Трамп. Пишет Нью-Йорк Таймс. Вчерашнее заявление Путина о подготовке ее развертывания стало резким сигналом Западу после провала плана встречи на высшем уровне с президентом Трампом. Буревестник работает на ядерной энергии. Кремль заявляет, что она сможет летать гораздо дольше, чем другие ракеты, и способна обходить системы противоракетной обороны. Это маленький летающий Чернобыль, это плохое развитие событий. Это еще одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию и с которым будет сложно справляться в рамках контроля над вооружением, заявил Джеффри Льюис, эксперт по ядерному нераспространению из Милдбери колледжа. Некоторые эксперты считают, что заявление о буревестнике следует рассматривать не столько в контексте войны, сколько в связи с предложением Москвы продлить СНВ-3, последний оставшийся договор о контроле вооружения между США и Россией. Его срок действия истекает в феврале. Ну, я вам скажу, что Трамп даже и на этом тоже поставил какую-то западню, потому что если они не подписывают, то России нужно уже продолжать ядерную гонку. А это опять же ударит по бюджету. А если Америка ее подпишет, ну, и прекратится гонка, тогда Россия сможет разрабатывать как можно больше ракет и других всяких там вещей для того, чтобы продолжать войну. Только поэтому они и тянут. Ну, я имею в виду американцы. Поехали дальше. У нас ситуация в Покровске. В Покровске российские войска, точнее российским войскам удалось перерезать дорогу на Павлоград, что создало угрозу для украинской обороны на западных подступах к городу. Об этом пишет украинский военный эксперт Константин Машовец. Или Машовец, не знаю, без разницы. По его данным, войска России сумели продвинуться в промзону западной части города и закрепиться вдоль железной дороги от Межевой, фактически замкнув фланг наступающих группировок. По словам эксперта, это представляет наибольшую опасность для всей Покровской Мирноградской агломерации. Расстояние между позициями российских войск в промзоне и районе Красного Лимана на северо-востоке от Покровска теперь составляет менее 9 километров. В самом Покровске, пишет Машовец, ВСУ уверенно контролирует лишь северную часть города, территорию северней железнодорожной станции, хотя и россияне плотно заминировали сбросами с воздуха мины. Ну, с дронов имеется в виду. В центре города и районе Собачевка идут бои. И сейчас сложно понять, какая там и у кого зона контроля, дорогие мои. Так что так. Ну и тут же пишут о том, что в Покровск отправили спецназовцы в ГУР. Ситуация становится критической, сообщает журналист Андрей Цепиенко со ссылкой на источники. Ну, а с кем они с дронами будут воевать? Тоже такое себе. Поехали дальше. У нас в Украине могут открыть завод по сборке истребителей «Грифен», пишет Financial Times. Все это ЧОС, как раз ЧОС для кастрюль, чтобы кастрюли такие, у нас будут собирать самолеты. На самом деле нет, это не так. Ну и вот то, о чем я вам и говорил. Германия, это политика, пишет, выделяет 377 миллиардов на вооружение и модернизацию Бундесвера в 2026 году. Кроме того, Германия расширит спутниковую программу стоимостью 14 миллиардов, обновит наземную инфраструктуру, купит у США 15 истребителей F-35, 400 крылатых ракет Томагавк Блок VB и 3 пусковые установки Lockheed Martin Typhoon.
Все к миру идут, как вы понимаете. К миру. Ну, вот непосредственно заявление Трампа по поводу буревестника. Как отметил президент США, Россия не играет с США, а США с Россией. Однако, по его мнению, российскому президенту не стоило бы говорить о подобных испытаниях. Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, лучшая в мире, прямо у них у берегов. Ну, так они же не знают, российские есть, просто Россия не говорит, не заявляет об этом. Так что нам не нужно лететь на 8 тысяч, они с нами в игры не играют, мы тоже. Ну, это Трампа оборот речи. Мы тоже постоянно испытываем ракеты, но знаешь, у нас есть подводная лодка, нам не нужно лететь 8 тысяч миль. И, кстати, я не считаю, что Путину вообще уместно такие вещи говорить. Ну да, сейчас Трамп будет говорить, что говорить Путину. Ему следовало было закончить войну, которая должна была 4 дня, а теперь скоро пойдет уже 4-й год. Вот что ему следует делать, а не испытывать ракеты, заявил Дональд Трамп. Ну, это не Трампу решать, что говорить Путину на самом деле. И дипломатический опыт у Путина куда больше, и если он это делает, то не зря он это делает. Но, дорогие мои, я также хочу сказать по поводу вот этих вот там 4 дней победы. Ну, мы видели их в Иране. 4 дня победы. Я вам вчера показывал видео, как натовцы готовятся к войне. Так что, кто не видел, у меня есть предыдущее видео, так что смотрите там. Так что посмотрим, если из Венесуэлы сделать прокси, как Советский Союз сделал это во Вьетнаме, посмотрим, насколько Америка там затянется. Ну, я уверен, понимаете, что участие в этом будет принимать не только Россия, но еще и Китай. Давайте так, тем, что они 52 страны всунули в этот прокси для войны в Украине, ну, с Россией непосредственно, это ослабило некоторые позиции в России. Ну, не в самой России, да, а на внешней политике. То есть, там, той же Сирии, да, мы видим, там, Асада нет. И они думают, что то же самое произойдет в Венесуэле. Но Венесуэла не отпустит Китай, потому что 90% той нефти, которая там вырабатывается, забирает Китай. Конечно, Китай туда будет тоже поставлять кучу всего, и там сделает хороший, достаточный прокси. А это как раз под боком Америки, как раз вот и под боком России то, что находится, да, Украина. Так что посмотрим на это. Мне самому интересно, что там будет происходить. Ну, еще раз говорю, наземную операцию они хотят провести там, они 10 тысяч уже там военнослужащих скинули. Ну, посмотрим, как дроны будут их там разматывать. В большом количестве. Китайские дроны, да, мне кажется. Ну, там, с венесуэльской какой-то маркировкой. И мне кажется, что Трамп летит туда именно сказать о том, что мы тебе сейчас там отрежем нефть. Ну, как я и говорил, Трамп будет пугать Сейчас они, знаете, вот это психология Трампа. Там пытаются давить вот этими санкциями и всем остальным. Вот, а потом, типа, как он говорит, напугал, а потом уже начинаешь вынимать с них то, что тебе нужно. А потом он книгу напишет, что как нужно быть президентом, да, как вести бизнес и как нужно быть президентом успешной страны. Ну, посмотрим, я же говорю, дипломатический и политический опыт, конечно, на стороне Путина здесь. И те шаги, которые он делает, они все продуманные. И хочу напомнить немножечко, где американцы принимали участие непосредственно на земле в большом количестве. Это Курское направление. И мы знаем, что и чем и как оно закончилось. И там не только американцы принимали участие в этой наземной операции. И австралийцы. Мы помним, да, этого учителя английского языка, который где-то в Курске заблудился, да, там. Учил английскому языку в Курске. И других там, помните. Там у нас и канадцы были, и поляки в огромном количестве, американцы, австралийцы там были. Ну, понятно, что там куча еще других, там всяких с латиноамериканских стран. Ну, вот сейчас вот группировки, которые берут, да, их две, у нас получается на Купинском направлении около 5000, да, и в Покровской агломерации 5,5. Ну, так вот американцев с этими всеми, понятно, что командиров оставят, остальных будут ликвидировать, потому что они не попадают ни под какие, они даже в обменный фонд не попадают. Ну, обычный там солдат, который за бабки приехал убивать, они их прямо там и оставят. Ну, понятно, что украинцев, как говорил Путин, там очень какая-то реакция была вчера на слова Путина по поводу милосердия.
Это не ко мне претензия, это к Путину. Вот. Сможешь ему предъявить что-то по поводу милосердия? И украинцы попадают под якобы милосердие. Ну, не все, там нацики, конечно, никакого с ними милосердия не будет. А американских там командиров или каких-то там, ну, там, я имею в виду там, вы поняли, звезд хороших, их оставят живых, опять же, для обменного фонда и для вынимания всякой полезной информации. А остальных прямо там на поле боя оставят. Они их в плен брать не будут. Они их там прямо и ликвидируют, чтобы их там вороны с другими подъедали. Посмотрим, какое количество будет там, потому что в Курской области их было очень много. Да, прорыв они сделали, а дальше? До Курска не добрались. Где-то остановились, затолкали кучу техники, пожгли там кучу техники. Как-то так. Поэтому, когда Трамп квакает про бумажного тигра, нужно посмотреть, что они умеют делать на земле. Курская операция показала, что ничего. В 23-м году контрнаступ показал, что они ничего не могут делать. Так что пусть там, в Каракасе, посмотрим, как они будут себя вести, прямо под боком. Вот тогда да, тогда если его там растянут, как его хотел Китай растянуть на Иране, а они это поняли, вот тогда будет повеселее. Европа обкакается очень быстро, обдрастается, сдаст позиции, сдаст Зеленского и чухнет просто сразу же. Вот, рассказывать, кто был прав, кто не прав и так далее. Ну, вы знаете, европейцы быстро умеют переобуваться. Окей, дорогие мои, всех благодарю. Очень сильно благодарю всех за все. И обязательно подписываемся, потому что мы перевалили. Теперь 51% людей с подписками смотрят. То есть 49 еще смотрят без подписки. Так что вот эти 49, нажмите, пожалуйста, кнопочку подписаться. Всех обнял.